Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Вы видите удобрения, а значит я отвечаю сейчас на ваши вопросы по подкормкам. У каждого сейчас свои подкормки и свои возможности. Для начинающих вообще понимания нет, что это такое и зачем это. Поэтому снова же компоную всегда ваши вопросы и стараюсь ответить на них логически. И вот с помощью вот таких подсказок. Давайте начнем рассмотрение этого вопроса. Я назвала эту тему видео «Правила подкормок растений». Смотрите, у меня синеньким написано буква латинская Т. Температура. Температура – это основа. Если еще холодно, почва холодная, сколько ни поливайте, растение не будет принимать питательные вещества. И воду даже пить не может. Начинается даже в такие хорошие дни, благоприятные для поливов, и полив тоже не идет на пользу. Достаточно в почве там той влаги, которая есть. Самое главное – температура почвы. Для каждого растения очень важны свои температуры. Но очень хорошо, есть определенные, мы когда рассказываем о растениях, определенных культурах, то мы говорим, какая температура воздуха должна быть, и когда высаживаем рассаду, тоже изучаем этот вопрос. Плюс 18 и выше градусов. И только при этих температурах, ну, естественно, выше, очень высокая, выше 32 градусов, 30, некоторые растения уже не могут тоже принимать питательные вещества, но хотя воду, если это хороший день, принимают. Это время, когда критическая стрессовая ситуация доводит их до того, чтобы у них одно состояние выжить, они такие же живые, как все остальное на Земле. Поэтому температура очень важна. Если температура почвы плюс 18 и выше, вы можете уже начинать подкормки. Причем они бывают разные. Давайте мы рассмотрим. Я начинаю всегда с грунта. Грунт всегда стараемся с осени, то ли зеленые удобрения добавить. Иногда получалось, когда был урожай, гороховую солому закапывали, добавляли бактерии, для того, чтобы почва получила и органику, и стала более такой рыхлой. Вот это все вместе и при посадке добавляем органическое удобрение. Уже несколько лет успешно получается использовать товары из ветеринарной аптеки. Это мясокостная мука, это рыбная мука и кормовые дрожжи. Очень хорошая вещь. И вот это под посадку рассады в грунт. И эти удобрения работают довольно-таки долго. И мы их используем. Затем под корень во время вегетации. Снова же возвращаемся к нашим агрогороскопам, к лунным календарям, которые уже проверены, выверены многолетним опытом. Очень строго нужно подходить под корень во время вегетации к подкормкам. Строго благоприятные дни, скажете, да, у нас есть такие календари, вот с 1 июня уже начнется на июнь отдельные, ну а так вот весной у нас есть, кстати, и для зимнего периода у нас очень много цветоводов, которые и тепличников, которые активно этим занимаются, и вот у нас есть и полив, и подкормка, сразу вот такой календарь, это на май месяц. Хочу сразу сказать по поводу вот этих календарей. Очень важно. Я их составляю с тем, что зимой очень мало вносит подкормок, потому что вегетация слабая. Но хочу предупредить, что я всегда выделяю. Очень опасные дни для подкормки, дни стихии огня и стихии воздуха. Огонь просто сгорают корни. Что бы вы там ни давали, сколько воды не лили, в дни огня вода не воспринимается вообще растениями, совсем другие задачи выполняет растение. Ну и дни воздуха тоже растения заняты дыханием. А так как вы должны, вот следующий пункт, во влажную почву после полива нужно вносить удобрения под корень, естественно, нужно обязательно учитывать вот эту важную деталь. Если дни воздуха, поливать нельзя, сухую, естественно, почву вы не можете, не нужно вносить, нельзя вносить ни минеральные, ни органические удобрения. Это неблагоприятно для растений. Ну и еще один момент, это точка такая важная, новолуние, когда все затихает, нулевые энергии, и растения не принимают никакое питание. Поэтому в это время, если благоприятный период, Луна находится, допустим, в стихии воды,
поливать можно, но подкормку лучше не использовать. Она не пойдет на пользу. Следующее обязательное условие – это условие времени. Время – это вечернее. Особенно сейчас. Это важно. Ну, если где-то, вот, допустим, пришел циклон и благоприятные дни, влага, все увлажнена почва, то, конечно, и днем не жарко, можно и днем под корень полив провести. Но лучше всего вечернее время. Сейчас резкие перепады температур, и днем очень жарко, а когда очень жарко, растение занято своим состоянием, старается спастись от этой жары. Оно не занято ни водой, ни какими-то питательными веществами. Главное выжить в эту жару. Вот в таком состоянии находится растение. Поэтому вечернее время растение расслабилось, дали хорошо в почву нужное количество теплой воды, температура воды обязательно должна быть соответствовать температуре воздуха. И тогда под корень дали подкормочку. Следующие виды подкормки сейчас очень популярны. Кстати, я очень активно их использую. Это внекорневые подкормки. Тоже только вечером. Вот здесь даже не проходит тот момент, что, может быть, температура будет не такая и солнца не будет. Не корневые подкормки, только вечером. И чем позже, тем лучше. Растение расслабилось, вы полили почву, воды достаточно. И вот в это время внекорневую подкормку проводим по растениям. Ну и, естественно, подбирайте для этого органические удобрения без использования кислот. Я снова же не рекламирую, но я нашла фирму, которая вот производит эти удобрения. На основе под высоким напряжением разбиваются вот там особая технология, наночастицы, и вот эти наночастицы, допустим, мне нужен фосфор, калий, я использую вот этот элемент. Нужен магний или калий, тоже использую вот эти элементы. Вот то, что разрешается. Но если вот эти препараты, удобрения изготовлены с помощью кислот, по листьям, я видела, чем заканчивается через пару лет почва, участки, где вот именно использовали экологически, вот казалось бы, экология, хорошее удобрение, название фирмы было, Эколист, по-моему, вот. И там поля, где обрабатывали 3 года подкормку, делали овощам, там кроме хвоща даже сорняки не росли. Нужно полностью начинать восстанавливать почву. А вы себе в огороде. Так что смотрите, внимательно изучайте, что вы покупаете, на основе чего и как произведены были эти препараты. Так что используйте органические, заботьтесь и о себе, и о земле. Тем более, кстати, удобрения, если их использовать во время, многие не понимают и используют время стихии огня, и в это время растение не принимает, и, естественно, все это идет в почву. Лучше начинать мыслить и использовать органические удобрения. Ну и вот очень важно, лучше все-таки использовать отдельные удобрения. В разные периоды, допустим, нужен фосфор, используйте фосфор для развития корней. Далее для образования красивых цветов нужен калий. То же самое калий, магний и калий для красивых хризантем или же для других цветов. Для образования плодов нужен калий. Тоже отдельно лучше пройтись и в вечернее время сделать такое опрыскивание по листьям. И должен быть туман такой, не должно стекать с листиков. Вот это все нужно делать профессионально, учиться и выполнять по правилам. Еще очень важный момент, есть такая подкормка кальций. Сейчас все, кто выращивает томаты, начнется жара, резкий перепад и начнется вершинная гниль. Заранее обработайте кальцием, есть кальций отдельный, снова же ищите, или другой какой-то фирмы, но используйте отдельно кальций, опрыскивайте растение, и оно получит уже по листьям нужное количество этого питательного вещества, и, естественно, уже не будет вот таким образом мучиться и вызывая вот эти, показывая нам свои боли с помощью вершины гнили на плодах. Еще один важный момент, внекорневая подкормка, тоже возникает много вопросов. Совместное применение с препаратами защиты. Если у вас препараты защиты, допустим, ну вот я использую биопрепараты, я сейчас достану, мне очень нравятся эти препараты, Скарада, их 2 вида.
вот, я стараюсь их отдельно использовать. Или же препараты, в которых нет меди, серы, ядовитых веществ, потому что эти препараты, имея вот эти в составе своем ту же медь, просто-напросто убьют наших защитников, наших помощников. Поэтому очень важно использовать, даже лучше использовать, допустим, вот эти биопрепараты вместе против болезней и вредителей сразу. А еще лучше все время раздельное питание, раздельное применение, раздельная защита. Вот это очень важные моменты, которые нужно помнить и знать при применении подкормок растений. Итак, мы с вами выяснили, что есть различные подкормки. Первое – это под корень, долгоиграющими удобрениями можно это использовать. Может кто-то использует минеральные удобрения, но снова же не увлекайтесь. Есть под корень во время вегетации. Лучше всего разводить в жидком состоянии, жарко, и растения не могут принять. Если сухое, там, где упало удобрение, вот эта гранула, естественно, ожоги на корнях. И внекорневая – это очень удобная подкормочка, с помощью опрыскивателя проводится, и очень легко в вечернее время. Сегодня провели одну подкормочку, завтра вторую, и таким образом и защитную дали. Небольшие участки, это же не для фермеров. Фермеры там, как мне одна написала зрительница, они бубухают туда тоннами пестициды, гербициды, удобрения. Ну, естественно, потом возмущаются все, что в магазинах у нас плоды продаются пластилиновые и ядовитые. Мы выращиваем для себя. Ну и научатся и фермеры, потому что дальше так продолжаться не может. Дальше нужно заботиться о земле, иначе не останется чистой воды, не останется чистой продукции земли. Нам надо заботиться об этом, поэтому нужно выполнять правила подкормок и это все грамотно делать. Мы с вами учимся, мы с вами как раз те, кто создан и пришли сюда на землю, чтобы создать вот это хорошее, процветающий райский сад, одним словом, чтобы земля была здоровой, научиться уважать землю, научиться уважать себя, беречь свое здоровье, беречь все, что вокруг нас. На этой ноте мы, Раиса Горяченко, Александр Волик, прощаемся с вами. Всего самого доброго, до новых встреч в новых видео.